итальянская философия. Это первая часть, всего их будет 3. Итак, итальянская философия – это философия, которая оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на западную философию в целом, начиная с греческого периода и римского периода и заканчивая эпохой гуманизма, также ренессансным гуманизмом или классическим гуманизмом, эпохой просвещения и современной философии. В Италии философия появилась благодаря Пифагору. Он был создателем религиозно-философской школы пифагорейцев. Крупнейшими философами греческого периода были Ксенофан Калафонский, Парменид, Зенон Элейский, Эмпидокл и Горгий. Крупнейшими философами римского периода были Цицерон, Лукреций, Сенека, Гай Музоний Руф, Плутарх, Эпиктет, Марк Аврелий Антонин, Климент Александрийский, Секст Эмпирик, Александр Афродисийский, Платин, Порфирий, Ямблих, Блаженный Августин, Иоанн Александрийский и Боэций. Итальянская средневековая философия была в основном христианской, включала таких философов и теологов, например, как Фома Аквинский, выдающийся классический сторонник естественной теологии, отец томизма, который вел аристотелевскую философию, аристотелизм, систему мышления, которая строится на принципах учения Аристотеля в христианство. К известным философам эпохи Возрождения относятся Джордано Бруно, один из крупнейших научных деятелей западного мира, Марсилио Фичино, один из самых влиятельных философов-гуманистов, и Никколо Макиавелли, один из основателей современной политической науки. Италия также подверглась влиянию эпохи Просвещения. Города, такие как Падуя, Болонья и Неаполь, оставались центрами науки и интеллекта с несколькими философами, такими как Джамбаттиста Вико, широко известный как основатель современной итальянской философии, и Антонио Дженовези. Чезаре Беккарио был выдающейся фигурой эпохи Просвещения и в настоящее время считается одним из отцов классической школы уголовного права, а также современной пенологии. В 1800-х годах в Италии также существовало известное философское движение, которое тесно было связано с идеализмом, сенсуализмом и эмпиризмом. Главными итальянскими философами-сенсуалистами были Мельхиор Джоя и Джованни Доменико Романьози. Критика сенсуализма исходила от различных философов, например, от Паскуале Галупи. Антонио Размини Сербати был основателем итальянского идеализма. В конце XIX и XX веках существовало также несколько направлений, которые приобрели некоторую популярность в Италии, такие как онтологизм. Главным философом, которого был Винченцо Джаберти, немного поясню сам термин. Онтологизм – это философская система, учение о начале, из чего все произошло, согласно которому достижение человеком знания возможно благодаря интуитивному познанию Бога и целостному вхождению познающего человека в существующее. Возвращаясь к направлениям, которые приобрели некоторую популярность в Италии: анархизм, коммунизм, социализм, футуризм, фашизм и христианская демократия. Джованни Джентили и Бенедетто Крочи были двумя наиболее значимыми философами-идеалистами XX века. Антонио Грамши остается актуальным философом в рамках марксистской коммунистической теории, которому приписывают создание теории культурной гегемонии. Итальянские философы также оказали влияние на развитие философии либерального социализма, например, Карло Росселли, Норберто Боббио, Альдо Капитини. В 1960-х годах многие итальянские левые активисты приняли антиавторитарные левые теории в поддержку рабочего класса, которые впоследствии стали известны как автономизм и апераизм. Итальянскому врачу и педагогу Марии Монтессори приписывают создание философии образования, носящее ее имя, философия образования, которая в настоящее время практикуется во всем мире. Джузеппе Пиано был одним из вдохновителей аналитической философии и современной философии математики. Современными философами, аналитиками являются Карло Пенко, Глорио Ориджи, Пьерано Гаравазо и Лучано Флориди. Философия была принесена в Италию Пифагором. Крупнейшими философами греческого периода были Ксенофан, Парменид, Зенон, Эмпидокл и Горгий.
Парменид считается основателем онтологии и метафизики и оказал влияние на всю историю западной философии. Философия Эмпидокла наиболее известна тем, что он создал космогоническую теорию 4 классических элементов. Горкий, наряду с Протагором, образует первое поколение софистов. Подобно другим софистам, он был странствующим и взимал плату за свои наставления и выступления. Особенностью его выступлений было задавать зрителям разные вопросы и давать импровизированные ответы. Древнеримская философия находилась под сильным влиянием древних греков и эллинистической философии. Однако уникальные изменения в мысли произошли и в римский период. Интерес к философии впервые пробудился в Риме в 155 году до нашей эры. Важную роль в этом сыграли скептик Корнеат, стоик Диоген Вавилонский и перипатетик Критолай. Как известно, Афины пришли в упадок как интеллектуальный центр мысли, в то время как в новых местах, таких как Александрия и Рим, проводились разнообразные философские дискуссии. Ведущие школы права римского периода, сабинианцы и прокульянцы, черпали свои этические взгляды из трудов стоиков и эпикурейцев соответственно. Также именно в этот период зародилась общая традиция комментировать труды Аристотеля. Было несколько выдающихся римских философов, такие как Цицерон, Лукреций, Сенека, Плутарх, Эпиктет, Марк Аврелий, Климент Александрийский, Амоний Сакос, Платин, Порфирий, Ямлих, Прокл, Боэций и другие. Итальянская средневековая философия была в основном христианской и включала в себя нескольких важных философов и теологов, таких как, например, Ансельм Маосский или Кентерберийский. Он известен как создатель онтологического аргумента в пользу существования Бога и теории сатисфакции и искупления. Работы Ансельма считаются как философскими, так и теологическими, поскольку они пытаются представить христианские догматы веры, традиционно воспринимаемые как богооткровенная истина, как рациональную систему. Среди итальянских средневековых философов, оказавший наибольшее влияние, в общем, очень важным является Петр Ломбардский. Наиболее существенным вкладом Петра в средневековую мысль были сентенции. Они представляют собой систематическое исследование всего спектра вопросов, возникающих в рамках науки, которая теперь называется теология. Сентенции в настоящее время признаны сложной работой, которая умело и проницательно решает основные и второстепенные богословские вопросы. Самым выдающимся итальянским средневековым философом является Фома Аквинский, выдающийся сторонник естественной теологии и отец томизма. Фома Аквинский ввел аристотелевскую философию в христианство. Он верил, что нет противоречия между верой и светским разумом. Он верил, что Аристотель достиг вершины в человеческом стремлении к истине и таким образом принял философию Аристотеля в качестве основы для построения своего теологического и философского мировоззрения. Он утверждал, что Бог является источником как света естественного разума, так и света веры. Фому Аквинского описывали и описывают как самого влиятельного мыслителя средневекового периода и величайшего из средневековых философов-теологов. Его влияние на западную философию и мысль значительно, и большая часть современной философии основана на его идеях, особенно в области этики, естественного права, метафизики и политической теории. Католическая церковь почитает Фому Аквинского как святого и считает его образцовым учителем. Рядом с Фомой Аквинским стоит Бонавентура. Бонавентура отвергал многое из аристотелизма. Когда он проводил свои конференции, он осудил пагубное влияние Аристотеля на теологию и взялся разъяснять, в чем, по его мнению, заключается христианская
мудрость. Бонавентура описывал теологию скорее как мудрость, а не науку, и считал ее главной задачей для достижения духовного совершенства. Бонавентура считал, что есть только три метафизические проблемы: творение, индивидуация и воссоединение с Богом через озарение, иллюминация. Согласно учению Бонавентуры, у человека есть три ока: телесное, мысленное и созерцательное. Последнее вырабатывается самоуглублением в душу, самоуничижением, самоотречением и искренней молитвой. Как было 6 дней творения, так есть 6 степеней созерцания, за которыми следует высшее благо слияние с Богом.